Джерард Батлер в красном плаще и с кубиком пресса сделал для туризма в Грецию больше, чем десятилетия рекламных кампаний. Он же сделал для понимания истории примерно столько же, сколько пиратские фильмы сделали для понимания морской навигации. Фильм «300» – это прекрасная боевая фантастика. Проблема в том, что большинство людей принимают ее за документальное кино. Настоящая история Спарты, Леонида и Фермопил гораздо интереснее того, что показали на экране. И местами значительно темнее. Так что давайте по порядку. И как вы думаете, кем был царь Леонид на самом деле? Каков был его характер и что он был за человек? И я сейчас об этом расскажу. Леонид родился около 540 года до нашей эры, третьим сыном спартанского царя Анаксандрида. Третьим – это важно. В Спарте первенцы правящих домов освобождались от агоги, жесткой государственной системы воспитания воинов. Леонид под это исключение не попадал. С 7 лет в казарму. С 7 лет государство забирало ребенка у семьи и начинало методично переделывать его во что-то другое. Старший брат Клеомен должен был стать царем, а Леонид с детства понимал – трон ему не светит. Средний брат Дарий погиб в походе на Сицилию. Клеомен правил. И правил с непрестанными скандалами, войнами и репутацией человека с очень неустойчивой психикой. Около 490 года до нашей эры он умер при обстоятельствах, которые Геродот деликатно описывает как самоубийство, добавляя, что никто особо в это не верил. Наследников мужского пола после него не осталось. Леонид, человек, который шел третьим, внезапно стал царем. Свою жену Леонид выбрал не просто так. Горга была дочерью Клеомена, то есть его племянницей. Звучит странно по современным меркам, но в политических реалиях Спарты это был точный шаг. Брак с дочерью предшественника легитимизировал преемственность. Горга, кстати, вошла в историю самостоятельно, как женщина, которая первой раскрыла способ прочитать зашифрованное послание от греческого изгнанника, предупреждавшего о персидском вторжении. Геродот описывает ее как умного и влиятельного советника мужа. Прежде чем говорить о битве, нужно понять, что именно производила спартанская система. Потому что голливудская «они тренировались очень тяжело» – это примерно как сказать о ядерном реакторе «там что-то горит». С 7 до 29 лет мужчина в Спарте принадлежал государству. Не семье, государству. Детей намеренно держали голодными, чтобы они учились воровать еду, и наказывали не за кражу, а за то, что попались. Спать заставляли на циновках из тростника, который мальчики срезали голыми руками в реке. Одежда минимальная, вне зависимости от сезона. В 18 лет лучших выпускников Агоги отбирали для Криптии. Это государственная программа, о которой в туристических буклетах по Спарте обычно не упоминают. Молодых воинов отправляли в сельскую местность с одним коротким клинком. Задача – выживать самостоятельно и убивать элотов, которые казались слишком сильными, слишком уверенными в себе или слишком способными организовать восстание. Это была не случайность системы и не ее побочный эффект. Это был ее элемент, инструмент государственного террора и одновременно финальный экзамен для юных спартиатов. Илоты – это та тема, которую любая романтизация Спарты предпочитает обходить стороной. Они были государственными рабами, захваченными преимущественно из покоренной Мессении. По численности они превосходили свободных спартиатов примерно в 7 раз. Каждый год эфоры, 5 избранных магистратов, официально объявляли илотам войну. Это была не метафора и не ритуал. Это был юридический механизм. Убийство илота при таком объявлении не квалифицировалось как убийство вовсе. Вся жесткость Агоги существовала в том числе потому, что Спарта нуждалась в касте воинов, способных держать в подчинении огромное враждебное население. День за днем, из поколения в поколение. К Фермопилам Леонид подошел в возрасте около 60 лет. Не 30-летним красавцем с прессом. Умудренным, многое видавшим командиром, который прожил всю жизнь так, как предписывала Спарта, и прекрасно понимал, что именно происходит. Перед выступлением он обратился к оракулу в Дельфах. Ответ пришел неутешительный. Либо Спарта будет разрушена, либо она лишится своего царя. Леонид выбрал второе. 300 воинов, которых он взял с собой, были отобраны по одному критерию. У каждого из них уже были сыновья. Мужчины, оставившие после себя наследников. Это не было случайным требованием. Царь знал, что ведет их на смерть, и позаботился о том, чтобы их роды не прервались. Это, пожалуй, самая тяжелая деталь во всей истории. 300 спартанцев,
Цифра точная, но она рассказывает примерно четверть истории. К Фермопилам Леонид пришел во главе объединенного греческого войска численностью около 7 тысяч человек. В его составе были 2120 аркадцев, 1000 лакрийцев, 1000 фокийцев, 700 фиспийцев, 400 коринфян, 400 фиванцев, 200 жителей Флеунта и 80 микенцев. Плюс, и вот это обычно вымарывается из популярных рассказов, около 900 илотов, которых спартиаты взяли с собой в качестве вооруженных слуг. Когда на третий день некий Эфиальт, местный житель, провел персов тайной горной тропой в обход греческих позиций, Леонид отпустил большую часть армии. На месте остались 300 спартиатов, 700 фиспийцев, те самые, о которых фильм почти не говорит, и около 400 фиванцев. Фиспийцы заслуживают отдельного внимания. Их город стоял неподалеку от горного прохода. Они знали, если персы пройдут, Феспии будут сожжены дотла. Они остались добровольно, без царского приказа, без политических обязательств. 700 человек выбрали смерть так же осознанно, как и спартанцы. Геродот это фиксирует. Честно. Голливуд – нет. Персидская армия под командованием Ксеркса насчитывала, по оценкам современных историков, от 100 до 250 тысяч воинов. Геродот называл цифру в 1 700 000. Это уже категория эпоса, не военной аналитики. Стратегический выбор Леонида был точен. Фермопилы в 480 году до нашей эры – узкий горный проход, где ширина между скалой и морем составляла не больше 15 метров. На такой ширине численное превосходство персов становилось бессмысленным. Греческий фаланговый строй, щит к щиту, копья вперед, на 15 метрах работал как пробка в бутылке. Персидская кавалерия не могла развернуться. Лучники не могли стрелять, не задевая своих. 2 дня греки удерживали проход, методично уничтожая атакующие волны. Ксеркс бросил в бой хашма, бессмертных, элитную гвардию из 10 тысяч воинов. Они тоже не прошли. По данным источников, потери греков за первые 2 дня составили около 2500 человек. Персидские потери, по тем же источникам, были кратно выше. На третий день, когда тропа была обойдена, Леонид получил донесение ранним утром. Он уже, по всей видимости, знал. Отпустил союзников. Остался. Он был убит в рукопашном бою. Не казнен, не захвачен. Греки, по свидетельству Геродота, сами пошли вперед на персидские позиции, понимая, что терять нечего. Тело Леонида персы обезглавили и распяли. Ксеркс лично отдал этот приказ. Надругательство над телом павшего противника было для него личным жестом. Человек, которого считали живым богом, потратил 4 дня на горсть греков в горном проходе. Это было оскорбление, которое требовало ответа. Падение Фермопил не означало падение Греции. Это знают все. Но не все понимают, почему именно эта задержка оказалась решающей. Пока Леонид держал проход, Афинский флот под командованием Фемистокла сражался у мыса Артемисий, не пуская персидский флот к побережью. Эти дни дали Афинам возможность эвакуировать население. Они дали грекам время выработать план у острова Саламин. В сентябре того же года Афинский флот уничтожил персидскую армаду в Саламинском проливе. Через год греки разгромили сухопутные силы Ксеркса при Платеях. Персия ушла и больше не возвращалась. Леонид выиграл не сражение, он выиграл время. А время на войне – это валюта, которая дороже всего. 40 лет спустя, когда Спарта забрала его останки из Фермопил и перезахоронила на родине, его почитали уже как героя, в греческом смысле этого слова, полубога, чье заступничество помогает живым. Рядом с могилой устроили святилище. Раз в год проводили состязания в его честь. На месте последнего боя стоит камень. На нем высечены слова, которые приписывают поэту Симониду. «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли». Никаких красных плащей, никаких монологов. Просто камень и слова, у которых до сих пор не вышел срок. Фильм «300» сделал одну вещь совершенно точно, пусть и не намеренно. Он сосредоточил все внимание на одном событии и тем самым спрятал более широкую картину. Спарта функционировала как военная машина не потому, что спартанцы любили воевать больше других греков, хотя воевать умели точно лучше, а потому что другого выхода у них не было. Илоты, составлявшие большинство населения, требовали непрерывного контроля. Один неурожай, одно серьезное поражение, и система могла рухнуть изнутри. Это случалось.
Около 464 года до нашей эры, после разрушительного землетрясения, илоты подняли восстание, которое потребовало нескольких лет на подавление. Спарта едва устояла. Илоты, составлявшие большинство населения, требовали непрерывного контроля. Один неурожай, одно серьезное поражение, и система могла рухнуть изнутри. Это случалось. Около 464 года до нашей эры, после разрушительного землетрясения, илоты подняли восстание, которое потребовало нескольких лет на подавление. Спарта едва устояла. Вся жесткость Агоги объясняется именно этим. Не любовь к насилию, рациональный страх. Соотношение 7:1 не прощает слабости, и каждый свободный гражданин должен был быть солдатом, потому что от этого буквально зависело выживание государства. При этом Спарта имела черты, удивительные для античного мира. Спартанские женщины получали физическое воспитание, бегали, бросали диск, боролись. Мать, провожающая сына на войну, со щитом или на щите. Не рыдание, инструкция. Горга, жена Леонида, когда афинянка спросила ее, почему спартанки единственные правят мужчинами. «Потому что мы единственные, кто рожает настоящих мужчин». Ответ, который, честно говоря, трудно крыть. Каждое поколение находит в Фермопилах то, что ищет. Римляне – образец воинской доблести. Просветители – символ свободы против тирании. Кинематограф 21 века – боевик с шестипаковыми прессами и компьютерной графикой. Все эти версии что-то упускают. Не потому, что они не верны в деталях, а потому что превращают сложную историю в простую. Леонид был не идеалом свободы. Он был царем государства, которое держало сотни тысяч людей в рабстве и убивало их юридически оформленным способом. Одновременно он был выдающимся стратегом и человеком, который принял осознанное решение умереть ради того, чтобы его страна выжила. Эти два факта не противоречат друг другу. В этом и есть история, не сказка, а нечто гораздо более неудобное. Спарта исчезала медленно. После Левктор 371 года до нашей эры, где фиванцы впервые в открытом поле разгромили спартанскую армию, система начала разрушаться изнутри. Число полноправных граждан сокращалось с каждым поколением. Агоги отсеивала слишком многих, войны добирали остальных. К моменту римского завоевания Спарта была скорее музеем себя самой, чем живой силой. Но Фермопилы остались. Горный проход давно перестал быть узким, море отступило, рельеф изменился. Теперь там проходит шоссе. Современные туристы фотографируются у статуи Леонида в нескольких километрах от реального места битвы. То место, где несколько тысяч человек 3 дня удерживали целую армию, выглядит сегодня как самый обычный пейзаж. История умеет быть ироничной. Место, которое имело значение именно потому, что было тесным и неудобным, стало широким и доступным. Легенда, выкованная реальными людьми, оказалась удобнее самих этих людей. Леонид был не персонажем комикса. Он был стариком под 60 в бронзовом шлеме, тем, кто прошел Агоги от начала до конца, кто женился по политическому расчету, кто стал царем по стечению обстоятельств. И когда пришло время принять самое трудное решение, принял его без видимых колебаний. Не потому, что не боялся, а потому, что именно так был устроен. Вот это настоящая история. Она куда интереснее, чем голливудское кино. А как теперь вы смотрите на царя Леонида? Напишите в комментариях, поделитесь своими впечатлениями. И не забывайте ставить лайк и подписываться. А мы, конечно же, прощаться не будем. Я говорю вам просто: до новых встреч.